В южном городе орудует шайка валютчиков, возглавляемая шефом и его помощником графом в быту Геной Казадоевым. Скромный советский служащий и примерный семьянин Семен Семенович Горбунков отправляется в зарубежный круиз на теплоходе, где также плывет граф, который должен забрать бриллианты в одном из восточных городов и привезти их в загипсованной руке. Но из-за недоразумения вместо жулика на условном месте падает ничего не подозревающий Семен Семенович, и драгоценный гипс накладывают ему. Культовая комедия «Бриллиантовая рука», постановщиком которой стал Леонид Гайдай, впервые вышла на экраны в 1969-м. Лента стремительно завоевала любовь зрителей и была разобрана на цитаты, которые живы в народе и по настоящее время. К сожалению, не все артисты, задействованные в съемках картины, дожили до нашего времени. Список умерших актеров фильма «Бриллиантовая рука» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Ты зачем усы сбрил? Что? Я говорю, зачем усы сбрил, дурик? У кого? В роли старшего экономиста Семена Семеновича Горбункова, доверчивого и положительного гражданина, снимался Юрий Никулин. Народный артист запомнился публике по цирковым выступлениям, ролям в кино и работе на телевидении. Любовь к театральному искусству знаменитость унаследовала от родителей. Его творческий дебют на цирковом манеже состоялся в 1948 году, а сниматься в кино Никулин стал в 1958, когда ему было 36 лет. В фильмографии Юрия Владимировича больше 30 ролей. Зрителям запомнились его разнохарактерные персонажи в киноальманахе «Совершенно серьезно», «Старики-разбойники», «Когда деревья были большими». В 1993-97 годах был ведущим программы «Белый попугай». В возрасте 60 лет Никулин перестал выступать в цирке, заняв должность главного режиссера, а позже директора и художественного руководителя московского цирка на Цветном бульваре. Всего работе в цирке артист посвятил более 50 лет своей жизни. Умер Юрий Никулин в августе 1997 года, когда ему было 75 лет. Причиной смерти знаменитого артиста стали осложнения после перенесенной операции на сердце. У Юрия Владимировича осталась жена Татьяна Никулина, умерла в 2014-м, сын Максим и 3 внуков. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Помощник шефа по прозвищу Лёлик сыграл Анатолий Попанов. Фразы этого персонажа, адресованные Геше, ушли в народ и стали афоризмами. Публика знает артиста и как талантливого театрального педагога-режиссера. Первую роль в кино Попанов сыграл в 1937-м. Ему поначалу предлагали сниматься только в эпизодах, но позже появились и серьезные предложения. Анатолий Попанов играл в таких картинах, как «Человек ниоткуда», «Приходите завтра», «Берегись автомобиля». Одинаково убедительно удавались Анатолию Дмитриевичу острохарактерные комедийные и драматические роли. Всего в творческом списке Попанова более 70 картин. Кроме того, актер занимался озвучиванием мультфильмов. Его голосом говорят свыше 100 персонажей, среди которых наибольшую славу ему принес Волк из многосерийной ленты «Ну погоди». Артист был женат на однокурснице Надежде Кратаевой. В семье родилась дочь Елена, также связавшая свою судьбу с театром. Умер Анатолий Дмитриевич в августе 1987 на 65-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ и трагическое стечение обстоятельств. Самочувствие знаменитости ухудшилось во время приема душа, однако он был один в квартире и не мог позвать на помощь. Только без рук. В образе обаятельного контрабандиста Геннадия Петровича Казадоева по прозвищу Геша появился Андрей Миронов. С детства будущая знаменитость отличалась живым характером, артистической натурой и природным остроумием. Товарищи по школе признавались, что Миронов с юных лет был на позиции неформального лидера в классе. Увлечение театром появилось в подростковом возрасте, а первая попытка сняться в кино состоялась еще в 11 лет, однако окончилась неудачей. Режиссеру не понравилось, что юный актер проявил самостоятельность и надел под костюм рубашку, нарушив его требования. Позже Миронов снимался в таких фильмах, как «3+2», «Соломенная шляпа», «Достояние республики». Он запомнился поклонникам как талантливый, многообразный, яркий исполнитель, умеющий создавать сложные многоплановые образы. Актера фильма «Бриллиантовая рука» не стало в возрасте 46 лет. Андрей Александрович умер в августе 1987 года. Причиной смерти стал разрыв аневризмы, спровоцировавший кровоизлияние
ранение в мозг. Трагедия произошла на гастролях во время выступления в театре. Двое суток медики боролись за жизнь пациента, однако Миронов умер, не приходя в сознание. Артист был дважды женат. Первая супруга, Екатерина Градова, родила мужу дочь Марию. В браке с Ларисой Голубкиной Миронов воспитывал падчерицу Марию Голубкину. Я никак не рассчитывал, что он... Гипсом. Так точно, товарищ полковник. Наверное, мне бы надо... Не надо. Он согласился? Согласился. Сотрудника милиции Михаила Ивановича сыграл Станислав Чекан. В подростковом возрасте Станислав оказался в детской трудовой колонии, участвовал в самодеятельности. Позже был направлен на поступление в ремесленное училище. Однако парень отправился в Ростов-на-Дону и решил поступать в театральное, проучившись там с 1938 по 1941 год. В военные годы участвовал в боях. После тяжелого ранения оставался актером фронтового театра. Дебют актера в кино состоялся в 1946 году. Станислав Юлианович снимался в таких картинах, как «Борец и клоун», «Непридуманная история», сказ про то, как царь Петр араба женил. Актер был дважды женат. Во втором браке родился сын Сергей, который, к сожалению, погиб в 2005 году, подаривший отцу внучку Полину в 1991 году, также ставшую актрисой. Станислав Чекан ушел из жизни в 72-летнем возрасте. Причиной смерти киноартиста стала лейкемия. Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека. А у нас управдом, друг человека. Бдительного управдома Варвару Сергеевну Плющ сыграла Нона Мордюкова. Стать актрисой девушка мечтала еще в школьные годы, после того, как увидела картину «Богдан Хмельницкий» и написала письмо актеру Николаю Мордвинову. Поступать во ВГИК Нона решила в 1945 году по совету школьного товарища Сергея Бондарчука. Первую роль в кино Мордюкова сыграла еще в студенчестве в 1948, снявшись в ленте «Молодая гвардия». Также актриса запомнила зрителям по ролям в картинах «Чужая родня», «Женитьба Бальзаминова», «Журавушка» и других. В 1980-х стала все реже появляться в кино, а после распада Советского Союза практически перестала сниматься, так как предлагаемые роли и сюжет ей были не по душе. Последней ее актерской работой стал документальный фильм Ренаты Литвиновой «Нет смерти для меня». Нонна Викторовна была дважды замужем за актером Вячеславом Тихоновым и Владимиром Сашальским. От первого брака родился сын Владимир Тихонов, умер в 90-м. Прославленная артистка ушла из жизни, когда ей было 82 года, в июле 2008-го. Накануне трагедии знаменитость госпитализировали в реанимацию, но несмотря на улучшение состояния, ее сердце вскоре навсегда остановилось. Добрый вечер. Но я вас не знаю. Володя, Сеня. вам привет от Михаила Ивановича. Актер фильма «Бриллиантовая рука» Владимир Гуляев появился в эпизодической роли милиционера Володи, таксиста и брата-близнеца Володи. В военные годы будущий актер служил на фронте в рядах ВВС, летчиком-штурмовиком, пережил несколько ранений и контузий, из-за чего был вынужден комиссоваться из армии. После победы Гуляев стал студентом ВГИКа. Здесь же встретил свою жену Риму Шорохову. Однако брак был недолгим, вскоре супруги развелись. Владимир Леонидович служил в театре-студии киноактера с 1951 по 1988, параллельно снимался в кино, однако играл преимущественно второстепенные и эпизодические роли. Владимир Гуляев умер в ноябре 1997, когда ему было 73 года. Точный диагноз, причины и обстоятельства трагедии не сообщались в прессе. В роли лифтерши-дворничихи Марии Николаевны снималась актриса Евгения Мельникова. Она училась в Государственном техникуме кинематографии, работала актрисой на студии Мосфильм. С 1941 по 1991 служила в театре-студии киноактера. Популярность пришла к исполнительнице после съемок в картине «Летчик», где ей досталась роль ученицы летной школы Гали Быстровой. Будучи беременной, Мельникова отказалась сниматься в комедии «Девушка с характером», несмотря на приглашение и уговоры режиссера и то, что сценарий писали специально под нее. Публика запомнила артистку по ролям в лентах «Школа мужества», «До свидания, мальчики», «Дело было в Пенькове» и других. Евгения Константиновна умерла в Москве в возрасте 92 лет в сентябре 2001 года. Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова, архитектор. Ведущую показа мод сыграла Серафима Холина. Актерский факультет ВГИКа она окончила в 1949 году. Будучи студенткой, познакомилась с будущим мужем Олегом Голубицким, с которым прожила всю жизнь. После выпуска из института и до пенсии работала на киностудии Мосфильм и в театре-студии киноактера. Дебют в кино состоялся в 1950-м. Всего в творческом списке исполнительницы не так много ролей. Серафима
Холина снималась в эпизодах лент «Вихри враждебные», «Жених с того света», «Иван Бровкин на целине», однако имя исполнительницы чаще всего не указывалось в титрах. Роль в комедии Гайдая стала одной из самых запоминающихся публике. Артистка фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина скончалась в апреле 2021 года на 98-м году жизни.